В бескрайней вселенной, где масштабы кажутся почти бесконечными, а удивительных объектов несчетное количество, есть что-то странное в том, что больше всего мы хотим найти не нечто экзотическое, а кого-то похожего на нас самих, в лучшей нашей версии, разумеется. Нам важно узнать, одни ли мы вообще во вселенной. Всего в 40 световых годах от Земли в созвездии Водолея находится крошечная тусклая звезда Трапест-1. Она холодная, очень старая и почти незаметная. И все же вокруг нее есть нечто по-настоящему исключительное. Не одна, а сразу 7 планет размером с Землю. Постепенно исследователи исключили большинство этих миров из числа возможных кандидатов на обитаемость. Где-то слишком жарко, где-то слишком холодно, где-то, вероятно, нет атмосферы, а значит и надежды почти нет. Но одна планета по-прежнему остается многообещающей. Это Трапест-1И. И теперь, благодаря данным космического телескопа Джеймс Уэбб, у нас, возможно, впервые появился шанс заглянуть в ее атмосферу. И то, что удалось обнаружить, действительно поражает. Может ли это быть первая по-настоящему землеподобная планета за пределами Солнечной системы? Может ли на Трапест-1И существовать жизнь? Меня зовут Роман, и вы смотрите канал Злой Космос. Сегодня мы отправимся к звездной системе Трапест-1, чтобы разобраться, насколько реальны шансы на жизнь на ее самой перспективной планете. Мы рассмотрим новые данные телескопа Джеймс Уэбб, который в этих наблюдениях работал буквально на пределе своих возможностей, и попробуем понять, каков, скорее всего, состав атмосферы Трапест-1И и способна ли она поддерживать жизнь. Если, конечно, сама звезда, которая дает этому миру шанс, не вынесла ему одновременно и смертный приговор. Трапест-1 – это красный карлик спектрального класса М8. По размерам он лишь немного больше Юпитера, а светит в 1800 раз слабее нашего Солнца. Разница здесь примерно такая же, как между свечой и мощным прожектором на стадионе. Саму звезду открыли еще в 1999 году, но полная картина ее планетной системы стала известна только в 2017. Именно тогда Трапест-1 стала первой и пока единственной системой, открытой телескопом Трапест-ОРТ. Этот комплекс состоит из двух частей: Трапест-Юг в горах Чили и Трапест-Север в Атласских горах Марокко. В работе они используют метод транзитной фотометрии, способ поиска планет по периодическим изменениям яркости звезды. Смысл здесь простой. Когда планета проходит между нами и звездой, она прикрывает часть ее света, и мы видим небольшое падение яркости. Если таких наблюдений накопить достаточно, можно выделить отдельные орбиты нескольких планет, обращающихся вокруг одной звезды. На первых этапах обработки данных удалось обнаружить только 3 самые внутренние планеты, но затем к наблюдениям двух телескопов Трапест добавились данные инфракрасного космического телескопа Спицер, и общее число известных планет выросло до 7. И это еще не все. Все они каменистые, и все, по крайней мере, примерно сопоставимы по размеру с Землей. Это делает систему Трапест-1 самым богатым набором землеподобных планет, найденных у одной звезды. Если вам интересно подробнее узнать обо всех планетах системы Трапест-1 по отдельности, у меня уже есть видео на эту тему. Но при такой маленькой и тусклой звезде в центре возникает вопрос: есть ли у этих миров шанс быть обитаемыми? Чтобы планеты получали достаточно света для возможного существования жизни, их орбиты должны проходить намного ближе к звезде, чем орбита Земли проходит у Солнца. В системе Трапест-1 именно так все и устроено. Все 7 планет расположены очень близко к своей звезде. Например, Трапест-1И обращается на расстоянии всего в 1/30 орбиту Меркурия. Это означает, что планета, скорее всего, приливно захвачена. Точно так же, как мы, с Земли, всегда видим только одну сторону Луны. Для возможной обитаемости это имеет серьезные последствия, и к ним мы еще вернемся чуть позже. Но есть и другой важный момент.
Такое расстояние от звезды означает, что TRAPPIST-1e находится почти в самом центре расчетной обитаемой зоны. Она получает примерно 2/3 той энергии, которую Земля получает от Солнца. Именно поэтому к этой планете приковано столько внимания. Но одного света для жизни недостаточно. Чтобы на TRAPPIST-1e действительно могли существовать подходящие условия, у нее почти наверняка должна быть атмосфера, и именно ее ученые пытались обнаружить с помощью самого мощного космического телескопа из всех, что у нас есть – Джеймс Уэбб. Команды, которые участвовали в создании Джеймс Уэбб, получили гарантированное наблюдательное время. Одна из таких групп – глубокое исследование атмосфер экзопланет с помощью многоинструментальной спектроскопии, или, проще говоря, команда DREAMS, практически сразу решила направить телескоп на систему TRAPPIST-1. Космический телескоп Джеймс Уэбб обладает настолько высокой чувствительностью и точностью, что способен уловить спектральные признаки тонкого слоя газа, образующего атмосферу этих планет, даже несмотря на то, что система находится в 40 световых годах от нас. Для этого используется метод, который называется трансмиссионной спектроскопией. Когда экзопланета проходит по диску своей звезды, Джеймс Уэбб измеряет не только падение яркости, но и то, как меняется спектр проходящего света. Его прибор NIRSPEC анализирует длины волн инфракрасного излучения, расположенные ближе всего к видимой части спектра. Химические связи в молекулах поглощают энергию именно в этом диапазоне, причем разные связи делают это на разных длинах волн. Например, связь углерод-водород в молекуле метана и двойная связь углерод-кислород в углекислом газе поглощает свет по-разному. А значит, если измерить, какие именно длины волн исчезают во время прохождения планеты перед звездой, можно сначала понять, есть ли у нее атмосфера вообще, а затем определить, какие газы в ней присутствуют. Именно в системе TRAPPIST-1e такие измерения оказались особенно удачными. Более того, данные здесь примерно в 10 раз чувствительнее, чем по любой другой системе, которую мы изучали подобным образом. Почему так? Как ни странно, именно потому, что сама звезда очень тусклая. Когда планета закрывает часть света маленькой и слабой звезды, относительное падение яркости оказывается заметнее, чем в случае с крупной и яркой звездой, а более крупные изменения проще и надежнее измерить. С помощью этих наблюдений исследователи уже исключили наличие атмосфер у TRAPPIST-1c и TRAPPIST-1d. Но результаты по TRAPPIST-1e, каменистой планете примерно в 0,9 диаметра Земли, оказались настолько любопытными, что проигнорировать их было невозможно. Похоже, у этой планеты атмосфера все-таки есть, и этого оказалось более чем достаточно, чтобы команда DREAMS решила потратить все свое гарантированное время на Джеймс Уэбб именно на дальнейшее изучение этого мира. На сегодняшний день телескоп Джеймс Уэбб уже наблюдал 4 транзита TRAPPIST-1e, и, конечно, хочется узнать, что же он выяснил. Для начала можно исключить несколько вариантов. Нет первичной атмосферы, той, с которой планета рождается. Обычно такие атмосферы состоят в основном из легких газов, прежде всего водорода и гелия, но их здесь не обнаружено. Скорее всего, звезда еще на раннем этапе своей эволюции лишила планету этих газов своим излучением. Судя по всему, нет у нее и плотной углекислой атмосферы, похожей на венерианскую. Маловероятен и вариант тонкой разряженной атмосферы, напоминающей марсианскую. Последние измерения тоже говорят не в пользу такой модели. И, казалось бы, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, расходимся. Но нет. На самом деле, все это хорошие новости. Дело в том, что ни один из этих вариантов атмосферы вряд ли подошел бы для жизни в том виде, в каком мы ее понимаем. Так что же тогда остается? А вот здесь начинается самое интересное и важное. На самом деле у TRAPPIST-1e может быть атмосфера, напоминающая земную, то есть атмосфера, в которой доминирует более тяжелый газ, например, азот, а заметный парниковый эффект создают вода, углекислый газ и метан.
Если такая атмосфера действительно существует и давление у поверхности составляет около 1 бара, примерно как на Земле, то она, возможно, способна достаточно эффективно переносить тепло на темную сторону планеты, а это уже дает шанс на существование глобального поверхностного океана, несмотря на приливной захват. Если подобный вариант подтвердится, это станет новостью мирового масштаба, но, возможно, здесь все не настолько щедро. На данный момент данные все же немного сильнее склоняют исследователей к другой картине. TRAPPIST-1e, вероятно, холодная планета без глобального океана, но с жидкостью на поверхности. И здесь особенно важно правильно интерпретировать результаты, понять, что именно мы видим и как это следует трактовать. Это разница между открытием века и очень неловкой ошибкой. Однако, как я уже говорил ранее, существует и другой возможный вариант атмосферы, помимо землеподобной. Если в атмосфере планеты присутствует большое количество метана, может возникнуть так называемый обратный парниковый эффект. Поверхностная температура звезды TRAPPIST-1 составляет примерно 1650 градусов Цельсия, что значительно ниже температуры нашего Солнца. Из-за этой причины часть излучаемой ею энергии смещена в диапазон ближнего инфракрасного света. Метан в атмосфере способен поглощать это излучение еще до того, как оно достигнет поверхности планеты. После поглощения энергия может снова излучать обратно в космос, в результате чего атмосфера охлаждается. Для приливно захваченной планеты, такой как TRAPPIST-1e, это означало бы, что жидкая вода могла бы существовать только на той стороне планеты, которая постоянно обращена к звезде, а не, казалось бы, наоборот. В этом случае глобального океана, покрывающего всю поверхность, скорее всего, не существовало бы. Но даже такой сценарий вовсе не обязательно означает отсутствие жизни. Подобные условия могут вполне соответствовать некоторым гипотезам, например, так называемый теплый маленький пруд, где могла зародиться или помещена жизнь. Атмосферные модели также говорят о том, что такой вариант вполне возможен. Симуляции показывают, что даже если на TRAPPIST-1e воды немного, или если большая ее часть сосредоточена на темной стороне планеты, атмосфера все равно может оставаться стабильной. В таком случае возможен вариант так называемой терминаторной обитаемости. Это означает, что пригодная для жизни зона могла бы существовать вдоль узкой полосы между дневной и ночной сторонами планеты, в области вечных сумерек. Однако вода на поверхности далеко не единственный возможный вариант. Мы знаем, что TRAPPIST-1 – каменистая планета, но ее внутреннее строение нам практически неизвестно. Возможно, это ледяной вулканический мир, внутри которого находится подповерхностный океан, подобный тем, что существуют на Европе и Энцеладе в нашей Солнечной системе. Существует гипотеза, что жизнь на Земле могла возникнуть возле гидротермальных источников на дне океана. Похожий процесс теоретически мог бы происходить и на TRAPPIST-1e. По сути, независимо от того, где именно на этой планете может находиться вода, на поверхности или под ней, возможность существования жизни все равно остается. Есть источник энергии и потенциально может существовать атмосфера, содержащая химические элементы, необходимые для образования живых систем. Однако существует серьезная проблема. Хотя все эти варианты возможны, ученые пока не могут полностью исключить сценарий, при котором TRAPPIST-1e окажется холодным, безжизненным, каменным миром без атмосферы и даже без вмешательства людей. Поэтому важно рассмотреть факторы, которые могли помешать атмосфере сформироваться или сохраниться. И главным фактором здесь может быть сама звезда этого удивительного мира. Представьте на секунду, что мы стоим на поверхности TRAPPIST-1e. Посмотрите вверх. Звезда над нами выглядела бы более чем в 4 раза крупнее нашего Солнца на земном небе. Она имела бы насыщенно красно-оранжевый оттенок и освещала бы окружающее пространство так, словно вокруг постоянно продолжается закат. Картина была бы очень необычной. Но у красных карликов есть важная особенность – они чрезвычайно активны. Такие звезды производят мощные вспышки, причем значительно чаще, чем наше Солнце.
Самая сильная геомагнитная буря, когда-либо зарегистрированная на Земле, произошла в 1859 году и известна как событие Каррингтона. Подобные явления считаются редкими, примерно 1 на 100 лет. Однако ТРАППИСТ-1, по оценкам астрономов, может производить вспышки такой мощности чаще, чем раз в 2 дня. И здесь крем от загара вряд ли поможет. Так вот, если бы вы находились на ТРАППИСТ-1И, вы, вероятно, могли бы наблюдать огромные дуги плазмы, вырывающиеся из звезды практически в реальном времени. Эти вспышки несут огромные потоки энергии в сторону планет. Со временем они способны постепенно сдувать атмосферу планеты, делая существование жизни в привычной нам форме крайне маловероятным, и это еще при условии, что атмосфера вообще успела сформироваться. Но красные карлики отличаются колоссальной продолжительностью жизни. Ожидается, что ТРАППИСТ-1 будет существовать еще около 10 триллионов лет. Это примерно в 700 раз больше нынешнего возраста Вселенной. Для сравнения, нашему Солнцу осталось примерно 5 миллиардов лет до перехода в стадию красного гиганта. Можно было бы подумать, что такая долговечность дает жизни огромное количество времени для появления. Но есть важная особенность. У красных карликов их бурный и нестабильный ранний период продолжается намного дольше, чем у звезд вроде нашего Солнца. Именно в этот период многие планеты начинают формировать вторичную атмосферу. Первичная атмосфера из водорода и гелия постепенно заменяется более тяжелыми газами – углекислым газом, азотом и метаном. Эти газы освобождаются из недр планеты через вулканическую активность. Проблема заключается в том, что если разрушительное воздействие звезды на атмосферу продолжается слишком долго, планета размером с Землю может просто не иметь достаточного количества веществ внутри, чтобы сформировать полноценную устойчивую атмосферу. В результате может возникнуть крайне неприятный сценарий. Если атмосфера не сформировалась примерно в течение первых 5 миллиардов лет, она может уже никогда не появиться. В таком случае планета оказывается обречена на безжизненное существование еще до того, как у нее вообще появился шанс на развитие жизни. На первый взгляд все это звучит довольно мрачно для ТРАППИСТ-1И, не правда ли? Тогда и возникает закономерный вопрос, почему тогда эту планету считают одной из самых перспективных? Ответ в том, что окончательных результатов у нас пока нет. Мы все еще не знаем наверняка, сохранилась ли у нее атмосфера в том объеме, который необходим для жизни. Потому что мы уже видим некоторые признаки ее возможного существования. И хотя вспышки звезды могут представлять серьезную угрозу, они могут одновременно играть и важную роль в возникновении и поддержании жизни. Ультрафиолетовое излучение, возникающее во время вспышек, может быть необходимо для образования строительных блоков РНК, молекул, лежащих в основе обмена веществ всех известных форм жизни. Кроме того, сейчас ТРАППИСТ-1 находится в более спокойной фазе своей эволюции. Уровни ультрафиолетового и рентгеновского излучения значительно ниже, чем в ее ранней молодости. Поэтому существует вероятность, что на ТРАППИСТ-1И могла сохраниться устойчивая атмосфера, пригодная для жизни. Дополнительную защиту атмосфере могло бы обеспечить собственное магнитное поле планеты, примерно так же, как магнитное поле Земли защищает нашу атмосферу от солнечного ветра. Такая защита возникает благодаря тому, что ее внешнее ядро состоит из расплавленного железа и никеля, находящихся в постоянном движении. Так вот, есть вероятность, что у ТРАППИСТ-1И существует похожая система. Более того, близкая орбита планеты вокруг красного карлика может даже помогать поддерживать ее магнитное поле. Если орбита ТРАППИСТ-1И немного вытянута, форма планеты будет периодически сжиматься и растягиваться под действием гравитации звезды. Этот процесс вызывает внутреннее трение, которое может нагревать недра примерно на 0,18 Ватта на квадратный метр. Это примерно в 24 раза больше приливного нагрева, который испытывает Земля. Похожий механизм наблюдается и на спутнике Юпитера Ио. Он тоже находится в приливном захвате и движется по слегка вытянутой орбите.
Гравитационное взаимодействие с другими спутниками Юпитера постоянно растягивает и сжимает беднягу. В результате внутренняя энергия накапливается, и Ио стал самым вулканическим активным телом во всей Солнечной системе. Так где же мы оказываемся в итоге? Перед нами может быть планета размером с Землю, каменистая, возможно вулканически активная, содержащая необходимые химические элементы для жизни, собственной атмосферой и магнитным полем, находящаяся в обитаемой зоне относительно спокойного красного карлика. Планета, вероятно, приливно захвачена, где одна сторона постоянно обращена к звезде. При наличии атмосферы температура на освещенной стороне может держаться около от 0 до 20 градусов по Цельсию, а на ночной спускаться до минус 40, минус 80 градусов по Цельсию, поскольку ветры переносят часть тепла через планету. А может оказаться и совершенно другой вариант – холодный и безжизненный мир. Поэтому напишите в комментариях, какой сценарий, по вашему мнению, в итоге подтвердится. Окончательный ответ, возможно, появится только после запуска будущего телескопа. Его название – Обсерватория обитаемых миров. Он специально разрабатывается для поиска признаков жизни у планет возле других звезд. И его запуск планируется примерно на 2041 год. Дожить бы. До этого времени наши лучшие надежды связаны с наблюдениями с телескопом Джеймса Уэбба, если говорить только о больших, орбитальных. Но кто знает, может Китай сможет помочь с этим вопросом в скором времени. Тем временем, сам факт того, что мы уже способны измерять изменения света, прошедшего через тонкий слой газа вокруг каменистой планеты, вращающейся вокруг тусклой красной звезды на расстоянии 40 световых лет от Земли, выглядит по-настоящему впечатляюще. И ученые по-прежнему не теряют надежды. Как мы могли заметить, они уже проанализировали первые наборы данных телескопа Джеймс Уэбб и пересмотрели методику обработки наблюдений, чтобы добиться более высокой точности измерений. Сейчас планируется еще около 15 наблюдений транзитов TRAPPIST-1e до конца ближайших циклов наблюдений. Эти данные должны позволить окончательно подтвердить или опровергнуть наличие углекислого газа и так называемой вторичной атмосферы. Атмосферы, сформированной позже из вулканических газов. Это один из ключевых этапов в поиске возможных признаков жизни на этой планете. Планета TRAPPIST-1e по-прежнему остается одним из самых интересных объектов среди всех известных экзопланет. Возможно, в итоге окажется, что у нее и соседних планет существует необычная, но крайне суровая атмосфера, в которой жизнь невозможна. Но кто знает, и может быть, условия окажутся такими, что теоретически там могли бы существовать живые организмы. А может случиться и более редкий вариант – мы обнаружим мир, удивительно похожий на Землю. Сам факт того, что столь потенциально интересная планета находится относительно недалеко от нас, уже сам по себе впечатляет. Даже несмотря на то, что окружающая среда там весьма экстремальная. И если жизнь действительно могла существовать на TRAPPIST-1e, ее форма, скорее всего, сильно отличалась бы от привычной нам биологии. В условиях слабого красного света звезды фотосинтез, например, мог бы использовать другие пигменты. Растения, если они там существуют, могли бы выглядеть темными или почти черными, чтобы эффективнее поглощать инфракрасное излучение. Микроорганизмы могли бы развиваться в океанах под толстым слоем льда или возле гидротермальных источников на дне океанов, а возможно морей и рек на другой стороне. В атмосфере с высоким содержанием метана или углекислого газа возможны совершенно иные биохимические циклы, чем на Земле. Некоторые исследователи также обсуждают гипотетическую возможность сложной жизни. Если планета действительно обладает устойчивой атмосферой, магнитным полем и океаном, то за миллиарды лет развития там могли бы возникнуть экосистемы, возможно, даже достаточно развитые. Однако на данный момент никаких признаков технологических цивилизаций или искусственных сигналов из систем TRAPPIST-1 обнаружено не было. Радионаблюдение и поиски техносигнатур пока не выявили ничего необычного. Тем не менее, сама возможность существования жизни, пусть даже микроскопической, уже делает эту систему одной из самых интригующих целей современной астрономии.
В ближайшие десятилетия планируются новые телескопы и миссии, которые смогут изучать атмосферу TRAPPIST-1e гораздо подробнее, чем сейчас. Будущие обсерватории смогут искать так называемые биосигнатуры, комбинации газов, которые трудно объяснить без биологической активности. Иногда возникает ощущение, что открытие внеземной жизни лишь вопрос времени. Мы уже нашли тысячи планет вокруг других звезд, многие из которых напоминают Землю. А совсем недавно на Марсе были обнаружены геологические структуры, происхождение которых некоторые исследователи связывают с возможной древней биологической активностью. Поэтому главный вопрос, возможно, уже не в том, что существует ли где-то жизнь во Вселенной, скорее вопрос в другом, когда именно мы ее обнаружим. Спасибо, что посмотрели это видео. Подготовка подобного материала требует много времени и планирования, и я могу продолжать заниматься этим благодаря поддержке участников нашего сообщества на Boosty или Patreon. Огромное спасибо всем, кто уже присоединился. Если вы желаете, чтобы на канале выходило больше таких видео, вы тоже можете поддержать проект по ссылке в описании. Участники получат возможность смотреть видео без рекламы, получить много интересного контента, видеть свое имя в титрах, задавать вопросы и делать предложения. А если хотите узнать больше о космосе, нажмите на этот плейлист с другими видео Злого Космоса. Увидимся в следующем выпуске.